Всем привет, друзья! Я решил сменить формат своих видео и добавить к ним свой голос. Причина в том, что все мои зрители это жители СНГ, которые прекрасно понимают русский язык. Поэтому молчать причин у меня больше нету. Да и самому мне так будет намного проще. Потому что во время работы на своем огороде я хочу о многом вам рассказать, но в формате без голоса это было сделать очень сложно. Поэтому надеюсь, такой формат вам понравится больше. А мы начинаем. Прошло 2 дня после той жуткой грозы, которая затопила мне весь огород. Медлить нельзя, потому что солнце начинает припекать, а земля влажная, а это идеальные условия для роста сорняков. Первым делом я иду спасать огурцы. Ну и конечно, как всегда, со мной мой верный помощник, кот Алиса. Да, вы правильно услышали, моего кота зовут Алиса. Когда он был еще маленьким, мы думали, что это кошка. Но потом он начал расти, и у него выросли бубенцы, и он стал кот Алиса. Чтобы было удобнее сапать, для начала нужно найти маленькие огурцы. Но они не везде взошли, поэтому нужно будет хорошенько их поискать. Я приятно удивлен, но почти все мои огурцы выжили и не утонули после того дождя, кроме нескольких штук, которые нужно будет потом досадить. Освободив немного огурцы от сухой корки и сорняков, я пошел за еще одним очень важным ручным инструментом. У нас этот инструмент называется ручной маркер. Он нужен для того, чтобы делать разметку рядков. У него расстояние между лапками 70 сантиметров. Это как раз самое оптимальное расстояние для того, чтобы растения росли нормально и не мешали друг другу. Завершив пока что работу с маркером, я решил пойти посмотреть, что случилось с моими кабачками. Ведь на том месте, где они растут, во время того сильного дождя, что был 2 дня назад, там было буквально озеро, и все было затоплено под водой. Уровень воды был где-то по колено. Я был приятно удивлен, ведь многие кабачки выжили. Но была другая проблема, это очень твердая сухая корка. А для того, чтобы не повредить корни, я беру маленькую сапу и аккуратно прохожу вокруг кустиков. А после уже беру большую сапу и сплошную разбиваю всю корку. Бурьян, что был на участке с кабачками, также используется в хозяйстве. Это идеальный корм для курей. Для того, чтобы куры хорошо неслись, им нужно постоянно давать свежую траву. А когда нужно уничтожить бурьян между рядками или разбить сухую корку, мы используем другой инструмент под названием ручная плужанка. Это довольно простой инструмент, но очень эффективный и один из самых незаменимых на моем огороде. Завершив работу на этом участке, я перехожу на вторую половину, так как нужно подготовить ее для посадки помидор. Рабочий процесс здесь такой же, как и на первом участке. Сначала проходим плужанкой, разбиваем корку и уничтожаем сорняки. А после делаем разметку маркером. Только есть одно отличие, этот участок в 2 раза больше, чем первый. Солнце начинает уже очень сильно припекать, и молодым огурцам, а также будущей рассаде помидор, которые мы сегодня посадим, нужен будет постоянный доступ к воде. Для этого нужно провести к ним капельную систему полива. Но так как мы ставим иногда прошлогодние шланги на некоторые рядки, поэтому у них могут быть дыры либо порез. И для этого нужно постоянно смотреть и использовать переходники, чтобы устранять эти дыры. А это результат моей первой посадки семян помидор на рассаду. Здесь 2 сорта, черри и санька. Я решил поэкспериментировать и посадил рассаду и в стаканчиках, и в кассете. В стаканчиках рассада помидор получилась более крупная, и стебли у нее более толстые. Но в стаканчиках ты много не посадишь, а так как у нас огород довольно большой, нам нужно было много рассады. А вот в кассетах она получилась, да, ее много, но при этом она получилась очень маленькой. Но я надеюсь, что она вырастет, потому что есть полив и будем добавлять иногда селитру. Какой у нас был идеальный план посадки рассады помидор?
Это мы ее высаживаем, проводим капельную систему и сразу же включаем полив. И она себе легко принялась бы. Но ничего идеального не бывает, поэтому, когда я пошел проверить, есть ли вода в канале оросительном, но ее оказалось очень мало, а для того, чтобы закачать воду, нужно, чтобы хотя бы была половина канала. В итоге нам пришлось брать вручную и каждый кустик вот так вот поливать половником. Изначально я планировал сам посадить эти все помидоры, думал, да сколько там работы, час-два и я закончу сам. Но когда я начал, я понял, что нет, я сам не справлюсь. Это очень-очень долго. Поэтому я попросил папу, чтобы он мне помог. И работа пошла намного быстрее. А если бы я это делал бы сам, то закончил бы я скорее всего к следующему утру. Ну и конечно, как без еще одного очень главного помощника, мой кот Алиса, который в очень эффектном прыжке появляется на поле. Но у Алисы поддержка, скорее всего, моральная. А также иногда он может помогать земле, то есть удобряет ее. Но он умный кот и делает это не где попало, а именно в нами вырытую ямку. Как говорится, помидорам легче будет расти. И спустя пару часов первые 4 ряда помидор наконец-то были посажены. Но работа еще не завершена, так как нужно поправить капельные шланги для будущего полива. И самое главное, я надеюсь, что завтра в оросительном канале будет достаточно воды, чтобы можно было закачать. Так как если не будет воды, это будет очень большая проблема, потому что помидоры только посажены и им очень важно сейчас прижиться. А если не будет воды, они просто завянут и высохнут. А это будет очень обидно, так как было потрачено очень много сил и времени на то, чтобы вырастить эту рассаду. На следующий день, ближе к вечеру, я решил приготовить себе поесть. И так как зелень уже на огороде довольно хорошо подросла, можно ее использовать для приготовления салата. Салат это будет как закуска к основному блюду. И для его приготовления мне нужно свежие листья салата, укроп, а также зеленый лук. А мое основное блюдо это любимая жареная картошка. Пока картошка жарится, мы будем делать салат. Это довольно простой салат, который очень быстро делается. Для этого мы мелко нарезаем всю зелень, которую собрали на огороде, а также мелко нарезаем вареные яйца. Количество вареных яиц, каждому по вкусу. Я обычно ставлю больше, потому что мне нравятся вареные яйца. В моем случае это 6 штук. Нарезали все ингредиенты, добавили майонез, перемешали и добавили соль, перец по вкусу, и салат готов. И еще я добавляю соевый соус. Мне нравится соевый соус, поэтому я добавляю его во все салаты. Все готово, всем приятного аппетита. А также кусочек листа салата я даю своему сомику. После еды я пошел проверить уровень воды в оросительном канале. И этот уровень воды это настоящая проблема. Потому что не сможно будет закачать воду в капельную систему. Нужно, чтобы было воды больше. А так как я вчера садил помидоры, им очень срочно нужно дать воды. Поэтому это все придется давать вручную. Алиса, как всегда, идет контролировать процесс. Почти вся посаженная вчера рассада помидор довольно хорошо принялась. Поэтому им сейчас жизненно необходимо дать воды. Воды нужно не так уж и много, где-то полполовника на каждый кустик. Но так как кустов очень много, на это придется потратить очень много времени. А для того, чтобы вода не разливалась и попадала под самый корень, нужно сделать небольшие канавки. И опять же, сделать небольшую канавку для каждого куста, это также будет очень много времени потрачено.
Но выбора нету, придется делать, потому что если это сейчас не сделать, то она может высохнуть, и тогда будет намного обиднее. Возле рядов картошки стоит Рыжик, и он еще не подозревает, что на него началась охота. За кустами салата спрятался Алиса и внимательно следит за своей жертвой. Пошло движение. Алиса быстро приближается к своей цели. И наконец-то Рыжик замечает, что к нему приближается опасный противник. Они пристально смотрят на друг друга и выжидают, кто же нападет первый. Алиса делает первый ход, Рыжик выгибает спину. И все закончилось мирным тыканием носами. Но это еще не конец, и Алиса наносит психологическую атаку, шипит на Рыжика. Рыжик не понял, что вообще происходит. На огород вышел другой наш кот, увидел Рыжика, испугался и моментально убежал. Это не случайно, потом расскажу, почему он так испугался. А Рыжик вообще не понял, что на него все сегодня шипят, убегают от него, и он пришел жаловаться. У нас ровно посередине поселка протекает небольшая речка. И она разделяет поселок ровно на две части. Две улицы с одной стороны и две улицы с другой стороны. И каждое лето вечером начинается там настоящий хор. Ибо огромная куча лягушек начинают квакать, и вот как раз на фоне это слышно. Сейчас еще не сильно, но ближе к 9-10 вечера это будет прям настоящий гул. Да, вы не ошиблись, это был болид номер 3 под кодовым названием «Рыжик». Время уже перевалило за 9 часов вечера, и папа вышел посмотреть, что я вообще здесь делаю так долго. А мне нужно еще посыпать землей место, где я полил, чтобы не было потом днем корки. И когда стемнело, на огороде появляется третий кот, которого зовут Барри. Он идет проверять и помечать свою территорию, чтобы доказать другим котам, что это его территория. Но защитить свою территорию у него не получается. И вот почему тот другой кот испугался Рыжика. У нас в соседей напротив есть рыжий кот. И он постоянно приходит и лупит наших котов. И как только они видят рыжий цвет, они сразу начинают напрягаться. Поэтому иногда они узнают Рыжика и убегают от него. А он не понимает, что вообще происходит. На часах уже 10 часов вечера, и наконец-то я закончил работу. А по пути во двор я встретил нашего постоянного соседа, который почти каждый день к нам приходит. Иногда бывало 2, а иногда даже 3 ежика были у нас во дворе. Вот такие вот насыщенные 2 дня у меня были. А если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал, буду вам очень благодарен. Спасибо за просмотр и до встречи в новом видео.